Привет, друзья! Это Технозон. И сегодня у нас наконец-то на канале Belink GT King. Я знаю, многие его ждали. Но сегодняшний обзор не будет похож на мои другие обзоры. И мы будем с вами рассматривать эту приставку поэтапно. Мы должны с вами очень и очень серьезно подойти к вопросу оценки необходимости покупки такого устройства, как Belink GT King, а это устройство абсолютно не дешевое, и оценить все его возможности, плюсы и недостатки. Ну что ж, ребят, разбираемся. Я не хочу делать тривиальную распаковку, но мы можем ее сделать. Итак, мы можем открыть коробку. Он действительно достаточно неплохо выглядит в самой коробке, хотя, я вам скажу честно, старые GT One в их коробочках имели более премиальный вид, и там было все намного более интересно, потому что здесь даже формы какие-то пластиковые, некрасивые. Но к Белинку мы сейчас вернемся, сразу посмотрим с вами внутренности. У нас с вами есть зарядка, вернее не зарядка, а блок питания 12 вольт, 1,5 ампера. Да, 1500 миллиампер. Есть у нас фирменный кабель Belink, ну, вернее, он не фирменный Belink, конечно, но такое. И есть пульт G10. Что за модификация, мы с вами сейчас посмотрим. Ага, это G10S с гироскопом и голосом. Будем использовать. Наконец-то они прислушались к нашим, скажем так, пожеланиям, потому как когда выпустили Belink GT One Mini, было очень непонятно, почему так. То есть выпустили пульт абсолютно без гироскопа, даже без возможности управления мышкой. Очень, кстати, интересно сделано. Здесь вместо пружинок такие контакты интересные. Ну ладно. Что ж, сама по себе коробочка, она достаточно большая, хотя и не толстая, и не такая тяжелая, например, как Belink GT One Ultimate. Да, это предшественник Belink GT One Ultimate. И он потяжелее, как ни странно, ну, по крайней мере, я так ощущаю. Чтобы вы понимали, по размерам она больше, порядка 10-15%, чем Belink GT One Ultimate. При этом она лишена диффузоров охлаждения. В Belink GT One Ultimate были диффузоры охлаждения, и там внутри есть пластина. А что есть в этой приставочке, мы с вами увидим позже. Сзади нет ни одного диффузора. Спереди у нас пластиковый корпус с изображением черепа. Кстати, глазки у нас светятся. Я вам постараюсь показать это немножечко позже. Есть у нас кнопка Reset, вернее, для обновления прошивки. По бокам у нас есть разъем питания, есть у нас USB 2.0, есть HDMI 2.1, который позволяет воспроизводить 4К 75 FPS, есть LAN 1000 мегабит, есть SPDIF, есть аудио-видео выход. Кстати, он кривоват. То есть, если вы увидите, он кривовато как-то запилен. Ну, ладно, это мелочи жизни. Есть у нас два USB 3.0 и есть разъем для TF-карт. Это версия 95X2, серийный номер начинается с 95X2. Не знаю, насколько потом будут разниться версии, но давайте смотреть, что это за коробка. Если вы ждете, что я сейчас в превью расскажу все характеристики и все ее плюсы и минусы, то вы глубоко ошибаетесь. Мы будем с вами вместе разбираться во всех плюсах и минусах этого самого Belink GT One King. Могу сказать одно, он действительно мощный, но у этого есть и свои плюсы, и свои минусы. Так что досмотрите это видео до конца и обязательно посмотрите резюме, которое вынесет команда Технозон. Мы, конечно же, ссылки на этот самый Belink GT One King положили в описании под видео на разные ресурсы. А также в описании под видео есть огромная куча других приставок с более интересной ценой, чем у этого Belink King. Ну, как-то так. А перед тем, как перейти к обзору этого самого Белинка, я хочу вам напомнить, что на нашем канале происходят розыгрыши ценных призов и подарков. И очередной розыгрыш достаточно хорошего ценного подарка, или приза, можете назвать как хотите, лежит в описании под видео, вернее условия на этот розыгрыш. Ну а также я настаиваю, чтобы вы нажали подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить все наши дальнейшие обзоры интересных эксклюзивных новинок, обзоров программ, сервисов, различных интересных штуковин, которые еще будут у нас на канале. Ну а также не забываем про наши паблики Viber, ВКонтакте, Facebook, официальный канал Telegram и мой личный Instagram, если кому интересно. Ну что ж, а теперь я говорю вам хавабанга, ребята. Это же Бубльгум, поехали!
Мы его включили и будем с вами максимально и предельно честными. Первое, что хочется отметить, это пульт. Пульт действительно с гироскопом. Гироскоп работает отлично. Сам по себе пульт отрабатывает неплохо. Из коробки есть у нас голос. При нажатии на кнопочку голос у вас вывалится стандартный поиск Google. Поэтому здесь есть вариант заменить поиск на Google ATV. К тому же давайте сразу проверим права root, есть они здесь или нет. Использовать для этого мы будем приложение Root Checker. Нажимаем проверка root. Root у нас есть, абсолютно правильный, поэтому у нас действительно получится с вами установить поиск Google ATV, поэтому это плюс, могу сказать сразу. Есть внизу строка навигации, это тоже плюс. Но вот есть у нас один момент. Сверху есть строка состояния, но нет шторки. И вы знаете, если вы думаете, что у вас получится ее прикрутить с помощью Material Notification, приложухи специально для того, чтобы прикручивать шторки, скажем так, очень просто у нас, кстати, видео есть на канале, то у вас не получится. Здесь нет доступа к уведомлениям, функция недоступна на этом устройстве. Поэтому шторку надо кодить. Советую следить за обновлениями на нашем канале. Обязательно выпустим, если таковая возможность появится. Поехали дальше. Настроечки. Боковые настройки. Сеть у нас 2,4-5 ГГц и LAN RJ45 на 1000 мегабит. С аккаунтами проблем нет. Раздел приложения абсолютно стандартный для Android 9. Настройка устройства. Заходим в обустройстве. Beelink GT King. Статус версия Android 9, модель GT King. В общем-то, сборка 901K0. Это сборка на момент обзора этого устройства. В стандартных настройках устройства больше нам ловить нечего. Нет здесь больше ничего. Нет, кстати, пункта обновления. Он находится сейчас немножечко в другом месте. Заходим в Droid Settings. А вот здесь начинаются у нас самые интересные вещи. Мы видим здесь 5 пунктов. 5 пунктов, ребят. Display, HDMI SIG, Audio Output, Power Key Definition, More Settings. Но где HDMI Self-Adaptation? То есть здесь нет автофреймрейт, его изначально выпилили. Как говорит Beelink, вернее обещает на своем форуме, что они работают над этой опцией и в будущем обновлении они обязательно это выпустят. Но на текущий момент нативного автофреймрейт в приставке Beelink GT King нет, он даже выпилен из Droid Settings. Попытка установки полного Droid Settings вас приведет к тому, что ваш лончер перестанет работать. И это факт, я уже пытался. Поехали дальше. Display Settings, Screen Resolution. Auto Switch to Best Resolution — это переключение на оптимальное разрешение экрана. При подключении к телевизору он будет определять, что это такое, вернее, какое разрешение у телевизора будет выставлять. Он поддерживает разрешение от 480p 60 Гц до 4К 2К 60 Гц и 4К 2К SMPTE — это полный 4К. Есть профиль управления цветности. Также у нас есть Screen Position. Это позволяет вам менять масштаб экрана для избежания оверскана. И есть опции управления SDR to HDR и HDR to SDR. Насчет HDR. Дело в том, что производитель заявляется, что в данной приставке есть HDR10. Он есть. И при включении приставки, хочу отметить сразу, включается все в HDR, если ваш телевизор поддерживает HDR. По крайней мере, на LG UK6200 у меня так и произошло. То есть весь интерфейс в HDR, все то, что вы делаете, все у вас будет в HDR. Вопрос в другом. Дело в том, что производитель также заявляет поддержку HDR10+. Проверить мы этого не можем. И заявляет поддержку Dolby Vision. Но мы не видим здесь пункта управления Dolby Vision. Где Dolby Vision, скорее всего, тоже находится в разработке. Пока что на момент съемки обзора функция Dolby Vision недоступна. HDMI SIG, в принципе, не преподнес нам ничего интересного. Работал он в паре с телевизором LG. В принципе, как и заявлено в самом HDMI SIG, он выключает и включает с помощью одной кнопки, меняет language. Тут вопросов никаких нет. Audio Output. А вот здесь очень интересно, опять же, у нас такой есть момент, то, что мы можем выбрать только лишь куда выводить, SPDIF, PCM, либо авто. Все очень урезано, и дело в том, что в данной приставке нет проброса True HD. Ну вот так вот, нет его просто. Если у вас есть какой-нибудь рез, и вы захотите туда выводить True HD звук, забудьте об этом. Поправят они или нет, неизвестно, но по инсайдерской информации, что проблему решить у них так просто не получится. Поэтому с
аудио у нас есть еще один минус, вернее, у нас есть еще дополнительных два минуса. У нас нет автофреймрейт и нет проброса True HD звука, есть ядро 5.1. Power Key Definition — это выбор действия при нажатии на кнопку включения и выключения. Кстати, в данной приставке есть и инфракрасный порт. То есть, если вы возьмете стандартную белинковскую приставку, не вот эту вот мышь G10S, она будет все равно работать на этой Belink GT King. В нем есть инфракрасный порт, и он абсолютно хорошо работает. То есть, это хорошо, с одной стороны. More Settings. Вот здесь я хотел вам показать один момент, где же находится у нас так называемое беспроводное обновление. Оно находится в обустройстве, в меню обыкновенного Android настроек. Вот так вот это называется. Вы пользуетесь последней версией. Хотя это неправда. Есть более новая прошивка, но там подправили всего лишь какие-то элементы интерфейса и вроде бы как расширили поддержку Vulkan. Больше ничего там такого истотного не сделали. Насчет меню нам понятно. Давайте посмотрим в AIDA 64, что у нас там наворотили и какие технологии применяют. Производитель AZV, модель GT King, оперативная память 4 гигабайта. Из коробки нам доступно 52,6 гигабайта хранилища. Центральный процессор Time Logic S922X. Это два ядра с Cortex A53 до 1,8 ГГц и 4 ядра с Cortex A73 до 1,7 ГГц. Это 64-битный процессор с 32-битным режимом. За отображение отвечает Mali G52 с двумя графическими ядрами. Я вам скажу, это, конечно, не Nvidia Shield, но, например, в PUBG поиграть действительно удастся. Да и танчики на ультрах дают достаточно сносный геймплей, а на высоких просто настройках дают отличный максимальный FPS. Поэтому насчет игр здесь приставочка такая достаточно интересная. Сетевые модули, здесь у нас все понятно, но будет у нас один момент, который мы с вами должны будем уяснить. Температура в простое на момент просмотра ее в AIDA 64 составляет 49 градусов, это сок там, именно процессора. Теперь кодеки. С кодеками у нас вроде бы-то все интересно, тут есть и DTS, и HD, и все остальное, но, как мы уже говорили, проброса True HD звука у нас нет. Поэтому то, что они здесь есть, это все хорошо. Даже здесь есть декодер Dolby Vision. Но, как мы с вами видели, управление Dolby Vision у нас выпилен. VP9 присутствует, обязательно проверим YouTube 4K. Давайте с вами остановимся на тестах сетевых. Идем в спид-тест. У нас сейчас приставка подключена к 5 ГГц Wi-Fi Tenda EC18 с хорошим усилителем. И мы с вами получим вот такой вот результат. В принципе, у нас был ряд тестов, но в среднем она показывает от 250 мегабит на загрузку до 300 мегабит на загрузку и до 300 мегабит на выгрузку. Здесь стоит Wi-Fi с MIMO технологией, но вот вопрос следующего рода. Давайте еще раз проведем тест Wi-Fi 5 ГГц, объясню для чего. Мы сейчас с вами получим вот результат в 280, кстати, вот сейчас, да, там стартанул 280, 260, 250. Но есть один момент, и момент достаточно интересный. Я заметил этот момент на более дешевом роутере без усилителя, и при подключении флешки USB 3.0 к порту USB 3.0 скорость в среднем падает от 50 до 100 мегабит в секунду. Если я сейчас вставлю эту флешку, то таких результатов мы с вами не получим. Но это Tenda EC18. Я вам сейчас обязательно покажу в окошечке видео, где это происходит на более дешевом роутере. Вот мы сейчас стартанем, это будет, вот смотрите, и это будет даже вот до 200 дойдет, и куда девалось сразу 70-80 мегабит, непонятно. И при том, что если я выткну эту флешку, то мы вернемся к нашим скоростям. Сейчас вот вы в окошечке видите, что происходит. Кстати, на отдачу он всегда работает нормально. Сейчас в окошечке вы видите, что происходит при включении и выключении флешки. То есть у нас получается ситуация, что при включении флешки у нас на Tenda EC10 показывает скорость больше 130 мегабит в секунду, 120-130. При включении флешки это 30 мегабит в секунду на прием. Вот такая вот ситуация, ребят. Я отключаю флешку USB 3 и нажимаю начать. И мы опять возвращаемся к нашим показателям скорости. Это буквально вот все в районе вот минуты, да, пока
пока я вытащил флешку, вставил. Так вот, момент такого рода, что если у вас скорость интернета будет порядка 100 мегабит, а если будет ваш роутер давать еще меньше, то будет неприятная ситуация. При том, что на роутере без усилителя 2.4 вообще отказывается работать при включении этой самой флешки. При том, что флешка абсолютно рабочая. Мы, конечно же, сейчас с вами проверим 2.4 таким же способом. Заходим, переключаемся на 2.4. Есть предположение, что данная проблема связана именно с тем, что здесь стоит 12 вольт, 1,5 ампера блок питания. Скорее всего, что использование блока питания на 12 вольт 2 ампера улучшит ситуацию в данном случае. Но это не факт, мы не утверждаем, это всего лишь предположение. Давайте начнем с вами тестировать 2,4 ГГц Wi-Fi, пожалуйста. У нас есть с вами такие себе средние показатели в 30 мегабит, достаточно высокий джиттер, при том, что роутер стоит всего лишь в 15, сколько здесь, 10 даже метров от коробки. В самой вблизи он будет показывать от 40 до 50 мегабит. Давайте с вами вставим теперь флешку, ту же самую USB 3.0 мы вставили и проведем тест еще раз. Нажимаем начать. И вот, пожалуйста, мы имеем с вами бесконечное подключение. Ну, ребят, тут уж такое дело. Если вы хотите посмотреть на этом Belink GT King кино с флешки, либо кино с какого-то жесткого диска, то мы будем иметь проблему с Wi-Fi. Если, конечно же, у вас стоит какой-то супер роутер, ну все, он не будет, он не подключается. То есть Wi-Fi 2.4 не работает. Если сейчас выткну флешку и, видите, не удалось завершить тест. Если я вытяну флешку и нажму начать, то тест опять пойдет. То есть абсолютно интересная ситуация, когда флешка вырубает Wi-Fi. Кстати, на USB 2 такого нет. Мы сейчас проверим USB 2. Вот я вставляю флешку USB 2. Отмена. Стартанем тест заново. И на USB 2 у нас такого нет. USB 2 у нас заработал отлично. То есть есть ограничения только лишь на USB 3 устройства. Кстати, вот скорость поднялась у нас при подключении почему-то флешки USB 2.0. Но это не столь суть важно. Даже до 50 мегабит поднялось на 2.4 без флешки. Переключим обратно на 5 ГГц. Не будем травить мою приставочку. Что касаемо результатов по LAN RJ45, то никакая флешка здесь нам не помешала получить достаточно хорошие результаты. Я специально сделал скриншоты именно серии тестов для того, чтобы вы убедились, что они стабильны. То есть 500 на загрузку, 770 на выгрузку, 500 на загрузку, 734 на выгрузку, 614 на загрузку, 736 на выгрузку. И здесь у нас действительно проблем нет. Мы специально это сделали именно в виде серии тестов. Так что резюме по Wi-Fi. Wi-Fi работает отлично до того момента, как вы включите USB 3.0 флешку. И эта USB 3.0 флешка будет влиять вам фактически на все, даже на тротлинг-тест на самом-то деле. Тут все-таки нужно разбираться либо с блоком питания, либо с самой архитектурой. Остается нам с вами включить CPU-монитор, включить так называемый наш floating window, для того, чтобы мы понимали, на каком свете находится температура нашего девайса. И сделаем экспресс-тест в CPU тротлинг-тест. Ну, такой небольшой. А потом мы с вами разберем результаты тротлинг-теста и разберем с вами вообще, какие результаты у нас были и что мы сделали, чтобы эти результаты улучшить. Ставим с вами экспресс-тротлинг на 15 минут и нажимаем старт-тест. Ну что, ребят, экспресс-тест на 15 минут показал не совсем радужную картинку. Мы увидели, что он за 15 минут успел затротлить, при этом он затротлил до 76% от своей максимальной производительности. Максимальная температура была 76 градусов. Ребят, это критично. В данном случае такой тротлинг. Но дальше больше. Давайте же с вами перейдем и посмотрим, каких тротлингов мы достигали. При проведении часового тротлинга мы имели похожую картинку, и у нас получалось 70%, вернее 71% от максимальной производительности. И максимальная температура была 75. То есть сейчас в студии теплее немножко, и он очень сильно восприимчив именно к этому теплу. И такая ситуация у нас получается с перегревом, потому что люди, которые выпускали Belink, не просчитали, что пластина не сможет охладить данную приставку. Вернее, не то чтобы она не сможет, она находится в полностью запечатанной коробке. То есть процессор через эту самую губку передает тепло на пластину, пластина нагревает все вокруг платы и греется все, поэтому она и тротлит.
То есть просто-напросто элементарное отсутствие этих самых вентиляционных отверстий. Но теперь ситуация. У Belink GT One Ultimate были диффузоры охлаждения. У Belink GT King этих диффузоров нет. Вообще, если бы Belink GT King сделал внизу диффузоры охлаждения и сделал боковые пропилы, то уже бы этой ситуации не было. Мы взяли элементарный 120-миллиметровый кулер, заделали его на USB и подключили к USB. Он работает достаточно тихо, выглядит это примерно вот так. Вот я сейчас включу USB его, то есть это абсолютно тихий кулер. При этом мы его поставили как подставку на шурупы, для того, чтобы был зазор между поверхностью и самим кулером, и сверху поставили приставку. И уже после подключения этого самого кулера у нас получился вот такой вот 4-часовой тротлинг-тест. Вот так, ребят, 4 часа мы с вами не получили никакого тротлинга вообще. И максимальная температура была 72 градуса. Хотя, я вам скажу, я думаю, что здесь можно было обойтись меньшей кровью, по сути, выломать глаза в этом черепе, снизу сделать пару дырок. Я думаю, что по принципу конвекции немножечко остудило этот самый Belink GT King. Но нам нужно с вами понимать, что CPU Throttling Test это 100% производительности процессора всех 4 ядер Cortex A73. Насколько приложения будут использовать все 4 ядра на полную максимальную возможность, мы не знаем. Но мы все следующие тесты, мы вот это вот убираем. Floating window у нас есть. Мы все следующие тесты будем производить именно без этого активного охлаждения. То есть у нас наш Belink King лежит на столе. Никакого вентилятора под ним нет. И мы будем просто-напросто проводить дальнейшие все тесты именно так. Поехали. Системные тесты у нас закончились, и мы с вами переходим постепенно к мультимедийным возможностям. Сейчас мы с вами оценим скорость чтения с USB 3 флешечки. Будет ли достаточно скорость для проигрывания тяжелых фильмов и файлов онлайн с USB 3 флешки, например. Я не говорю про жесткий диск, потому что жесткий диск, само собой, будет работать просто отлично. Мы с вами сейчас выделим, вот у нас есть тяжеленькие файлики. Мы их копируем и переносим в Downloads. Нажимаем «Вставить». Смотрим на скорость. Скорость копирования с флешки с чистой USB 3 составляет примерно 33 до 40 мегабайт в секунду. То есть, да, средняя скорость действительно 35-36 мегабайт в секунду. Это значит, что мы можем смело с вами проигрывать даже с флешки минимум 300 Mbps файлы. Вот такая вот ситуация. Если вам интересно, как конвертировать мегабайты в секунду в мегабиты в секунду, просто умножить их на 8. Проверять скорость чтения жесткого диска мы не будем, потому что там, соответственно, это все будет максимально быстро. Там вы можете просматривать вообще любые торренты, любые фильмы любого размера без проблем. Идет это абсолютно все плавно, без проблем, без заморочек. 4К, Ultra HD, 400 Mbps. Вообще вот претензий к проигрыванию тяжелых файлов у меня абсолютно нет. То есть температура проигрывания 69 градусов, и мы давайте поиграем лучше тестовые ролики. LG Barcelona 4K. Ну тут тоже у меня действительно проблем нет. Единственное напрягает, что в коробке за 110-120 баксов отсутствует автофреймрейт. Мы с вами сейчас, перед тем, как попробовать поправить эту ситуацию, мы с вами еще проиграем 4K Cars and Chips. Это файл такой спорный. Он дело в том, что нормально не проигрывается ни у кого. У меня, по крайней мере, в пабликах был целый холивар из-за этого файла. Кстати, ссылочку могу положить в описании под видео. Похоливарите тоже, попробуйте у себя проиграть этот файл и посмотреть, как он работает на вашем Smart TV боксе. По крайней мере, Belink GT King с этим справляется. Температура 64 градуса. Это значит, что проигрывая самые тяжелые 4К видео, ваша приставка тротлить не будет. То есть фактически сейчас это очень тяжелые ролики, они действительно крутые. Кстати, HDR очень и очень хорошо отрабатывает. Ну, приятно смотреть, картиночка супер. Что есть, то есть. Наговаривать не буду. Проигрывается действительно хорошо. Но что же мы будем с вами делать с автофреймрейт? Мы попробуем решить эту проблему через AFRD или AFRD, как у нас называет его народ. AFRD установлен, включаем автоматический подбор частоты. Вот, пожалуйста, демон включен. У нас есть другая проблема. Мы вам сейчас покажем, что действительно джодер эффекта нет. То есть джодер тест она проходит отлично. Но иногда, один раз при 20, при 30 запусках он вываливается в черный
черный экран. Я думаю, что разработчик AFRD подправит это буквально в ближайшее время, поэтому я не считал бы это супер большой проблемой. Проблема это отсутствие нативного автофреймрейт, а то, что AFRD нам позволяет избежать джодер-эффекта, это уже хорошо. Поэтому пошлите протестируем этот самый AFRD и протестируем отсутствие джодер-эффекта. Опять же, переходим в наши тестовые файлы, выставляем задержку в 1 секунду и запускаем видеопроигрыватель с нашим тестовым файлом от artins.com. Фотографируем его с выдержкой 1 секунду и вуаля! Вуаля! Вы видите возле себя вот такой вот отличный результат. Ребят, никаких проблем у нас нет. Джодер-эффекта нет. Будем ждать, конечно же, нативного автофреймрейт. И надеюсь, его очень скоро сделают. Поехали тестировать дальше. YouTube. Ребят, наблюдаем за температурой. 69 градусов. По двойному нажатию на домик у вас открывается перечень запущенных приложений. Вы можете здесь очищать и смахивать неиспользуемые приложения. YouTube мы с вами ищем 4К 60 FPS. Кстати, температура почему-то поднялась до 74 градусов. А это уже какой-то тревожный факт. И опустилась до 70. Запускаем 4К Коста-Рика 60 FPS. Выводим диагностическое окно и смотрим. У нас сейчас проигрывается 3840 на 2160. Но почему-то температура при проигрывании YouTube, как мы с вами видим, достигает 75 градусов. Ребят, ну на самом деле непонятно. Упала до 71. Я надеюсь, что это все связано с переходами того, что я на домик переходил на открытые приложения. Но она опять прыганула на 75. Посмотрим сейчас. Поиграем немножечко подольше. Могу сказать одно, что в данном случае, если у вас медленный интернет, либо роутер без достаточно хорошего усиления сигнала, то при вставленной флешке USB 3.0 вы получите здесь дропфреймы. Так-то, конечно, YouTube работает идеально, никаких дропфреймов мы с вами не наблюдаем. Но USB 3 флешечка способна сделать чудеса в данном случае, хотя я все-таки склонен думать, что это проблема блока питания. 75 градусов. Что же у нас идет не так? Давайте еще какой-нибудь ролик 4К 60 FPS запустим и посмотрим, поднимется ли там температура. Тоже 0 дропов на старте, сетевая активность у нас отличная, но заметьте, 76 градусов. Ребят, в YouTube, откровенно говоря, греется приставка. 76 градусов, а это немало. Это реально немало. 72, то есть она плавает. Она реально плавает. Не знаю, с чем это связано. Но с 4К YouTube 60 FPS... проблем пока не вижу. Я видел единственные проблемы, это вот именно при медленном интернет и при флешке USB 3.0. Что касаемо онлайн-телевидения. Смотрим с вами 4К фильмы онлайн. Ребят, идем через Lazy Media Deluxe Pro. Обязательно это проверяем через Lazy Media Deluxe Pro. Запустим, например, «Мальчишник в Вегасе». Нажимаем «Смотреть». MP4 4К Ultra HD. Я уже его смотрел. Начинаем заново. Фильм пошел сразу, но у меня возникает теперь вопрос. Почему в YouTube 4К у нас температура была 75-76 градусов, а в 4К фильмах онлайн у нас температура 71 градус? Либо 4К не настоящий, либо YouTube что-то все-таки подгруживает. Потому что в загрузке оригинальных приложений, там есть такое App Market от Belink, там стоит старая версия YouTube ATV, которая позволяет проигрывать YouTube только лишь с разрешением 1080p. Но давайте немножечко перемотаем, чтобы не затягивать время, и посмотрим на мгновенную перемотку, на то, как оно показывает в более светлых ценах. Пожалуйста, 4К прекрасно перематывается, прекрасно работает. Но, кстати, температурка-то приближается к 74 градусам, что тоже не есть хорошо. 72. Нет, при проигрывании 4К фильма онлайн у нас 72 градуса. Хочется проверить торрент фильмы онлайн. Все-таки Wi-Fi здесь достаточно крутой. Нашел я торрент 4К, 53 гигабайта. Запускаем обязательно, кстати, с HDR через TorServe. Нажимаем только сейчас, конечно же. Соединение с сервером. Пошло у нас, появилась скорость скачивания, появились пиры. Ждем. Загружается буфер. Я выберу Vimeo Player. Ну, ребят, и торрент, фильм онлайн заработал просто идеально. Давайте немножечко его поиграем. Кстати, очень удивительно, температура упала до 63. И как так? То есть в YouTube 75-76, теперь до 62. А в торрентах 63-62.
Непонятна для меня такая ситуация, но торрент 50 гигабайт пошел без каких-либо затыков и проблем. Ну, действительно работает. И, ребят, температура колышется от 60 до 66 градусов. Как ни странно, но на торрентах она не идет в критичную зону. Так что мы можем это выключать. С торрентами у нас все понятно. И мы можем еще разве что проверить какое-нибудь телевидение онлайн. Но я вам честно скажу, что мощи, конечно же, у него хватит. По поводу телевидения, HD телевидения, здесь никаких вообще вопросов нет. Ни затыков, ни тормозов, ни тротлинга, ни фризов, и при этом достаточно качественно воспроизводит. Мы давайте еще другой канал включим. Ну, ребят, все воспроизводит четко. Поэтому с мультимедийными возможностями мы с вами заканчиваем и переходим к самому главному, чего так все ждут. Это игровые возможности данного Smart TV бокса. Но я никогда не люблю показывать результаты Antutu теста, но здесь он 107 169 баллов. Это, в принципе, очень высокий показатель для Smart TV бокса. Но для меня, как я уже говорил, не очень важен Antutu, для меня больше важен 3D Mark тест. Вот здесь у меня, конечно, есть небольшие вопросы. И вопросы у нас в результатах этих самых тестов. Если брать Ice Storm Extreme, то результат у нас будет максимум. То есть приставка при тестировании в 3D Mark Ice Storm Extreme набирает максимальное количество баллов. Если брать Ice Storm просто, Ice Storm Unlimited, то это 19 666 баллов. А вот во что играть? Дело в том, что Ice Storm Extreme и Ice Storm показывают работу в OpenGL ES 2.0. Это обыкновенные Android TV игры. И казалось бы, да, вот круто, у Android TV игры. Но ничего суперсущественного на Android TV в последнее время не выходило. По крайней мере, во что бы я не мог бы поиграть на других процессорах. Если говорить о чем-нибудь более интересном, которое основано на OpenGL ES 3.2, то, извините меня, 1000 баллов, 1059 в Slingshot Extreme и 1488 в Slingshot это достаточно мало. То есть, чтобы вы понимали, процессор здесь очень мощный. Я бы сказал, даже сам процессор мощнее, чем в NVIDIA Shield. Но, учитывая GPU этого самого NVIDIA Shield, то там Slingshot Extreme выигрывает в разы. Там как минимум 4500 баллов в Slingshot Extreme и в Slingshot еще больше. Поэтому там, в принципе, и получается поиграть в какие-то эксклюзивы. Но мы не будем на этом останавливаться. Мы обязательно сейчас с вами потестируем игры. Ну и чтобы все-таки показать возможности Belink GT1, вернее Belink GT King, мы с вами поиграем не в простые NVIDIA игры, а в GeForce Now. Идем в NVIDIA Games, у меня сейчас здесь написано не удается подключить, нажимаем повторить. Давайте поиграем в мою любимую игру, например, вот в Tomb Raider, это GeForce Now, можете не сомневаться. Нажимаем с вами играть, использовать я буду обыкновенную IPEGA 9089, то есть сейчас у нас здесь показано, что это Shield, ну как-то так, ребят. Вот наш Tomb Raider загрузился, Ларочка Крофт, я уже играл в это дело, поехали. И вуаля, Tomb Raider. Ребят, для тех, кто не верит, я вам реально сейчас нажму, покажу, что это действительно Belink, где моя мышь, я 2 раза нажимаю на домик, вот у нас. Это действительно Belink, действительно мой 3D Mark, вот Antutu 107. Возвращаемся обратно в мою NVIDIA Games. Ай-яй-яй, возобновить. Вот, пожалуйста, наша Tomb Raider работает, вернее наш Tomb Raider. Давайте возьмем огонечек. Пойдем чего-то спалим с вами. Ну что, нравится? Мне тоже нравится. Самое интересное, обратите внимание на температуру. А теперь давайте порассуждаем о тротлинге. Пока я буду играть в эту самую Лару Крофт, мы просто-напросто идем дальше. Короче, насчет тротлинга. То есть, если у нас получается ситуация, что приставка тротлит от 75 градусов, от 74, и мы играем с вами в ту же самую Лару Крофт. Давайте зажжем наш факел обратно. Мы с вами играем в Лару Крофт, и у нас температура 68 градусов. Блин, вот столь ли критична недоработка в охлаждении? Я считаю, что это критично. Хотя, если многие будут использовать его тупо как Smart TV Box, то ничего страшного с ними не будет. Они действительно просто будут его использовать, и все будет хорошо.
и они даже замечать этот самый тротлинг не будут. Как поджечь эту бочку? Короче, пошли подожжем тут чего-то. Короче, сейчас залезем по лесенке, подожжем с вами бочечку, она рванет и будем уже выходить. В принципе, мне очень нравится, как работает здесь Лара Крофт и GeForce Now игры. Если вы мне не верите, что я это здесь делаю, то в принципе могу запустить... Могу запустить еще чего-нибудь. Ну давайте выйдем, например, Borderlands запустим. Вот, например, запускаем Borderlands. Нажимаем играть. Пошла стартовая заставочка. NVIDIA. Ура, включился наш Borderlands. Поехали. Синглплеер. И по сути уже начинается наша игра. Именно этот самый Borderlands. Слушайте, крутящая игруха, всем советую, кто любит играть. Конечно, я хочу вас предупредить, что поиграть в NVIDIA игры не так-то просто, и мы для этого проделали очень большой путь. Если кому интересно, то подписываемся на канал, в будущем вы узнаете, как это сделать. Вот прям быстро, конечно, не обещаю. Попрошу обратить внимание на температуру, 70 градусов, и она не растет. Все, мы уже управляем, вот наш роботик, все красиво. Все очень даже красиво и благородно, и ничего не тормозит, ничего не тротлит, ничего не ломается. Все, можем бегать, прыгать, стрелять, все супер. Поэтому насчет игровых возможностей, конечно же, этот Smart TV Box имеет огромный потенциал, который пока не реализован, но я надеюсь, что он будет реализован в будущем. Поехали же теперь обратим внимание на Android TV игры. Надо закрыть наш GeForce Now, дабы он нам не тормозил все и не тротлил в памяти. Вообще очистим все. Ну, давайте сразу пойдем в PUBG. Вот и наш PUBG. Я, конечно, премного извиняюсь за столь вот такой вид моего главного героя. Я проведу с ней разъяснительную беседу, дабы не было у нас никаких недопониманий, но PUBG работает. И когда у меня подписчики спрашивают, на чем же поиграть PUBG, то именно на этом Smart TV боксе. Но у нас есть другая сторона медали. Если в GeForce Now играх эта игра не тротлила, то здесь мы видим температуру в 77 градусов, а это значит, что процессор 100% начал тротлить. И это значит, что при долгой игре мы с вами увидим не столь хорошие эффекты. Поэтому нам все-таки придется с вами на данном этапе использовать какой-нибудь колхоз. Я не буду его использовать, я все-таки показываю, что может эта коробка без каких-либо колхозов на стоковой базовой прошивке. Температура сейчас упала до 75 градусов. Спрыгнем с самолетика. Сразу предупреждаю, что вам необходимо будет заморочиться с кейммейпером, если вы хотите поиграть с помощью геймпада на этом вот Smart TV боксе, потому что PUBG не особо хорошо работает с геймпадами, а вернее вообще не работает. Необходимо будет поморочиться либо с кейммейпером, либо с Octopus каким-нибудь, хотя за Octopus, я знаю, банят. Сейчас у нас стоят высокие настройки, максимум и ультра. Написано, что недоступны для этого устройства. Мне не получилось поставить максимум и ультра, но это все работает. Это все работает достойно, без тормозов, без фризов, и никаких вопросов у меня не вызывает. Поэтому, если вы хотите поиграть, вам все-таки придется заколхозить охлаждение, либо доработать то, которое внутри. Ауч, меня уже стреляют. Кто-то стреляет, я убегаю, кто-то меня пытается догнать, но это не столь суть важно. Побежали. Вам придется доработать, доколхозить охлаждение, и все будет отлично. И действительно, на большом экране в PUBG, на Smart TV боксе, я думаю, поиграть будет куда приятнее, чем на смартфоне. Я имею в виду PUBG Mobile. Да что ж такое, в меня стреляют сзади, в такую вот голую девушку, как не стыдно. Но мы выходим. С PUBG мы с вами понимаем ситуацию, то есть охлаждение нам необходимо. Также мы с вами попробуем обязательно World of Tanks. Без World of Tanks никуда, потому что World of Tanks достаточно тяжелая игра для Smart TV боксов. Сразу же пойдем с вами и выставим настроечки. Мы выставили с вами высокие настройки. Единственное, не ставили анизотропную фильтрацию текстур, но здесь все высокое. Поехали, стартанем на высоких настройках. Сейчас мы ее перезапустим. И уже можно сразу идти в бой.
Пожалуйста, обращаем внимание на температуру, обращаем внимание на FPS. На старте, на высоких настройках это 47, не знаю, наверное, дотянем 50. Да, максимальное количество FPS на высоких настройках. Это не средневысокие, то есть у нас высокие настроечки 76 градусов. Тоже, казалось бы, приставочка будет тротлить. Но вот здесь вот и есть обратная сторона медали. Игра тормозить не будет, потому что здесь есть сверхпроизводительность этих самых процессоров и GPU. Достаточного для того, чтобы эта игра работала отлично. Но скажу вам сразу, если вы будете играть долго, то она будет греться еще сильнее и колхозить. Охлаждение вам тоже придется. Вроде бы температура не столь критичная для, например, того же iMlogic S912, который даже при такой температуре не начинал тротлить. Но мы видели с вами тротлинг-тесты. На такой температуре эта приставочка тротлит. Но играть на этой приставке можно и даже нужно. Она действительно создана для неплохих игр, для Android TV, можно стримить. Не знаю, насколько будут оптимизировать под нее какие-то отдельные игры под 922 процессор, но поиграть на Smart TV боксах становится все веселее и веселее. Вот очень много моментов в этой приставке спорных, я не буду говорить, что их нет. Но и не буду говорить, что есть что-то хорошее, если оно есть. Ну давайте сольем этого слабака. Блин, нет, меня слили. Ребят, я уже готов прорезюмировать данное видео. У меня сложилось двоякое, конечно, впечатление. И мы с вами резюмируем и делаем выводы. Приставочка действительно неоднозначная. Ситуация с флешками USB 3, ну она как бы и напрягает, и нет. Хотя вы должны понимать, что при использовании USB 3 интерфейса в виде флешек и в виде жестких дисков у вас может быть проблема со скоростью Wi-Fi. Но это такое, это то, что мы нашли, то, что мы заметили и проверили. Насчет тротлинга. Конечно же, неправильно сделанный корпус, отсутствие диффузоров и неправильно рассчитанный радиатор расстраивается. Я 100% уверен, что поправить программно это они не смогут. Поэтому будем, скорее всего, ждать следующих ревизий, либо колхозить свое охлаждение сами. У меня выручил вот такой вот вентилятор 120 миллиметровый, стоимость его там буквально пару долларов на USB, достаточно тихо работает, при этом еще и выключается USB, когда выключается сама приставка. Потом отсутствие автофреймрейт, скорее всего, поправят в ближайшем обновлении. Конечно же, один из минусов — отсутствие проброса звука True HD. Также отсутствие управления Dolby Vision, хотя производитель заявляет, что здесь есть поддержка Dolby Vision. Кому верить, непонятно. То, что недоступна шторка, я думаю, это тоже очень быстро поправят. В общем, если брать общее резюме, то это была неплохая задумка с хреновой реализацией охлаждения и с очень и очень сырой прошивкой. Но давайте быть и честными. Играет 4К YouTube 60 FPS отлично. Торренты 4К онлайн он тоже проигрывает неплохо. 4К фильмы онлайн, тут никаких проблем и затыков нет. И онлайн телевидение тоже у нас идет без проблем. Самые тяжелые файлы Jellyfish 4К и тестовые ролики 4К тоже проигрываются. Ну и что касается игрового процесса. Игровой процесс комфортен, хотя я вам скажу, Android TV игры все-таки потребуют от вас дополнительного охлаждения. Если вы собираетесь использовать эту приставку по прямому назначению не в виде игрового ТВ-бокса, то, поверьте, вы даже не заметите этого нагрева, потому что приставка не нагреется до нужных температур, то есть она не будет уходить в тротлинг. Большим плюсом является наличие root прав, что позволило нам установить AFRD, который нам позволил получить автофреймрейт, хотя и не нативный. Ну и честно вам скажу, он не должен стоить больше $100. 110-120 для него это много. Если бы он стоил сейчас на старте продаж 70-80 в том состоянии, в котором он есть, то я считал бы это вполне допустимым вариантом. Но за такую цену очень сырая приставка, мы считаем это очень и очень дорого. Поэтому мнение команды Технозон. На момент съемки этого видео, на май 2019 года, данная приставка Belink GT King является не самым лучшим вариантом к приобретению. Сырость прошивки, ошибки в архитектуре охлаждения, ошибки в архитектуре с USB 3 делают ее
принципе, аутсайдером на процессоре 922 от AM Logic. Если вы хотите поиграть в Android TV игры, то да, она способна на это. Вы видели прекрасно, как мы играли в Android TV игры и даже запустили NVIDIA GeForce Now игры. Если интересно, кстати, как это сделать, то подписывайтесь, мы в будущем это сделаем, хотя не обещаю, что это будет быстро. И, кстати, в дальнейшем, если будут какие-то исправления данного Smart TV бокса, новые обновления, мы обязательно будем выпускать обзоры этих исправлений, обновлений и новых ревизий. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Beeling King на май 2019 года говно. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.